Всем привет, с вами Ладкор. И сегодня у нас видео «Умеет ли PRS делать синглкаты Les Paul?». Я, конечно, те, кто не любят смотреть долгие видео, скажу, да, умеет, и можете не смотреть дальше видео. Так, в принципе, хотелось бы рассказать, почему они умеют делать, почему я так считаю, во всяком случае. Вот меня спросили, типа, что за честь такая, что ты можешь рассуждать на такую тему? Ну, потому что у меня очень большой опыт игры и на Les Paul Гибсонах, и на Paul Reed Smith гитарах, синглкатах, и я занимаюсь этой темой. У меня очень большой опыт, 13 лет, и из них я 12 лет фанат гитар Paul Reed Smith. И как бы я еще фанат гитар Gibson, кто знает, Лес Полов. Просто люблю вот Лес Полы и все. Это прям мой инструмент. Но, к сожалению, Gibson немножко подзабили на качество, и просто хороший Gibson будет стоить, ну, как private stock, знаете, там 8, 9, 10 тысяч долларов сейчас он будет стоить. И то, я вам скажу, если сравнивать private stock или даже Wood Library PRS сравнивать по качеству с Gibson Custom Shop, то они однозначно проиграют. У Gibson всегда была проблема, это знают все коллекционеры, все люди, которые разбираются там в дереве, во всем. У Гибсона всегда была проблема взять два одинаковых инструмента, один будет звучать, второй нет, второй будет просто кусок доски. Ну да, это будет как бы хорошее вложение денег, это будет хороший инструмент в принципе, но если сравнивать опять-таки, знаете, там с Paul Reed Smith гитарами, например, с 594 моделью синглкатом, то Гибсон очень сильно проиграет. Я бы сказал, что вообще любое сравнение, ну, когда вы утверждаете, что эта гитара хорошая, нужно сравнение. Это как хорошее вино вы сравниваете или виски. Я вот, например, люблю там хорошее вино выпить и хороший айла, кто знает виски, дымный он такой, не всем он нравится. И вот я сравнивал даже такие, знаете, слепые тесты проводили, чтобы понять, что больше нравится. Почти всегда выигрывал самый дорогой виски, там очень такие исключения были, когда это было не так. Но это все равно был не дешевый вискарь или вино. И это понималось, когда ты вот просто берешь один в начале, да, там кофе понюхал, там потом водой запил, и взял второй виски, попробовал. И тогда ты понимаешь, блин, да это то, что было до этого вообще бодяга. А эту там, например, ты бодягу пил говорил, что это самое лучшее. Если у вас есть возможность сравнить эти инструменты, это очень замечательно. Потому что именно так можно понять. Вот взял, например, 594 синглкат и взял какой-нибудь стандарт Gibson для примера. Сравнил их лоб в лоб, и все хорошо. Я вот не думаю, что я сегодня, поскольку эта тема не Гибсон, я вам не буду сравнивать. Я поиграю только на вот этом инструменте, на Paul Reed Smith. Потому что, ну, в любом случае, видео, звук не передаст всей красоты, всей бархатности звука. Ее нужно слышать вживую. Мы приглашаем вас к нам сюда, в Днепр, у кого есть желание, можете сравнить и Gibson с синглкатами, можете с S2 сравнивать, можете сравнивать вот с дорогими инструментами, можете с private стоками сравнивать. Все это у нас есть возможность вам показать и рассказать по месту. Почему, возвращаясь к теме, почему Paul Reed Smith умеет делать гитары, а Gibson уже, я бы сказал, не умеет. Ранее был такой человек Тед Маккарти. Это золотая такая эра гитар Гибсон с 57 по 59 год он точно там был управляющим. И вот тогда самые крутейшие, да, вот эти, которые сейчас мы знаем, переиздания R7, R8, R9, это мега популярные инструменты. Они стоят сейчас до миллиона, а то и больше долларов и находятся у самых известных музыкантов, у Слэша, там, у Джо Перри, в общем, и коллекционеров, конечно же, те люди, которые когда-то вложили в эти инструменты деньги и занимаются вот тем, что просто, знаете, повесили на стену и любуются, и она себе там растет в цене.
Раньше Gibson следили за качеством очень сильно, они прям выбирали дерево. Сейчас это все поставлено на поток. Человек, который Орвиль Гибсон, он давно умер, и Теда Маккарти тоже, к сожалению, нет управляющего. Да, есть неплохие управляющие у Гибсон, но это не такие сумасшедшие, такие гении и гитаристы. Это корпорация большая, которая покупает другие фирмы. А Пол Рид Смит, это, блин, он живой человек, и он, более того, гитарист. И он постоянно заморачивается над каждыми деталями. Вы можете поискать, у нас куча роликов есть на эту тему, о том, как, например, он по звукоснимателям, виды звукоснимателей, или там по грифам, как он заморачивался, или даже там на крутилочке на колочках, что разный был ход, плавный или неплавный, он все это выдумывал постоянно. Это первое, то есть человек, Пол Рид Смит, он живет этой идеей, он живет музыкой, поэтому у него постоянно усовершенствование идет. Начали синглкаты PRS делать, ну, по-моему, в начале 2000-х. Вроде бы как даже в конце 90-х, ну, не суть, не особо важно. И, конечно же, Gibson сразу, они начали подавать, увидели конкуренцию и подали в суд. Я, по-моему, на сайте у нас на Loudcore Guitars даже статью по этому поводу писал, о том, как очень много, ну, то есть Gibson даже выиграли дело у Пола Рид Смита, он подал апелляцию на это, и вот прямо нам на заводе рассказывали, когда мы были на Пол Рид Смит, он говорит, ну, нам пришлось, менеджер, вернее, Пол Рид Смит к менеджеру на PRS пришел, говорит, на, у тебя есть камера? Есть, давай записывать, сейчас мы будем распиливать этот инструмент. Тот принес просто синглкат, такой Prela Suite они называются, начало 2000-х. Да, он очень похож как бы внешне, просто синглкат с одним вырезом, да, там также крутилки расположены и прочее. Но как бы ничего общего прям один в один он не имел. Им нужно было доказать это. В общем, пришел, что они начали снимать, говорит, вот инструмент, пошли к станку, сейчас будем его распиливать. Они взяли, распилили его, записали это на видео. Вот. И потом в апелляции доказывали, что ну там разная толщина, разный тип производства, разная склейка, разные грифы. То есть Gibson, они даже уже глубокую вклейку давно перестали делать, а PRS только ее и делают. И поэтому как бы сустейн очень сильный. Да, там очень сложность большая в производстве, куча заморочек там с прессами, с клеем, я уже молчу про целую кучу там лака, сколько они разного пробовали и так далее. И они, в общем, на апелляции, они доказали все-таки, что это разные гитары, и Гибсон остался ни с чем. Вот. Но какое-то время все равно они затормозили, и Пол Рид Смит не делали гитары в начале 2000-х, там где-то в 2004-2005, если не ошибаюсь, где-то так. Они просто перестали делать, пока судебные тяжбы были, они, ну, запрещено было им делать инструменты. Первые синглкаты, у них классное дерево было, все замечательно было, но был один большой минус, как и у всех остальных PRS, это звукосниматели. У них были звукосниматели PRS-6 6 и PRS-7 позже, 7. Они были, ну, очень ватные, честно говоря. Какая-то раздутая была середина, несобранный звук. Вот как Драгоны мне, например, не очень нравятся. Эти звукосниматели часто меняли. Но позже появились там 245-е, 250-е, это там уже 250, это мензура 25 дюймов, а не 24,5. И постоянно там что-то, Марк Тремонти добавился со своим там тремоло в основном использовал. И у него вот один звукосниматель закрытый, один открытый в бридже был. И это все нарастало, там в 10-х годах появился, вернее в 7-м появился вот эти звукосниматели 5708, в 2008 появились они. Вот это первые крутейшие номерные звукосниматели, которые PRS начали ставить, и их перестали убирать с гитар. И после этого потом был в начале 10-х V12 финиш, это полифиниш,
Вот, не хотели переходить долго на нитро, они делали нитро глосс только на private стоках. И позже, вот в 17-18 году они уже пришли к тому, что, пардон, даже не в 17-18, это уже в 21 году они сделали финиш нитро поверх поля, если не ошибаюсь, или наоборот, блин, все время забываю. И лак таким образом, он дышит, он очень тонкий, там какая-то просто сумасшедшая толщина, там какой-то микрон вообще лака, за счет чего дерево дышит. Вот. И на некоторых изданиях, как на Paul's Guitar Private Stock, и вот на этом, это у меня в руках гитара Джо Уолша, они сделали винтаж нитро. Это тот, который трескается почти сразу. Даже если он лежит в кейсе просто, он покрывается такой паутинкой. И новые гитары, они даже предупреждали об этом, когда продавали, что новые гитары уже могут поступить к клиентам уже с этими трещинками. Это такая фича там, а не баг у них. Ну и, конечно же, вот в 2015 году, это чуть раньше возвращаясь, они представили, как по мне, самую лучшую модель вообще, которую можно было сделать из синглката. Это 594. То есть они там чуть-чуть увеличили мензуру, она 24 594, поэтому так называется. У нее вот бридж обычный, тюномантик, который вкрученный прямо в дерево. Нет никаких посредников, как на большинстве современных гибсонов это делается. То есть это вот такой типа ABR бридж, только еще улучшенный. Тут латуневые седла, латуневые там вставочки, костяной порожечек. Все красивенькое, все такое просто... Хочется облизнуть гитару, понимаете, когда ты ее открываешь из кейса, когда ты ее достаешь, это еще и произведение искусства. Просто недавно, неделю назад, человек заказывал через нас, мы привозим еще с реверба, кто не знает, под заказ гитары. И у нас не было в наличии 68-й ЛПК, это кастом переиздание 68-го года. Он не хотел брать наш состаренный, который в наличии есть, и заказал новый, типа NOS. New Old Stock, так называемое состояние, когда просто никаких повреждений на гитаре с завода нет, она в идеальном состоянии, новая. Он получил, присылает мне фотографии и говорит: слушай, ну я там рассмотрел под солнцем, а это точно не подделка. Я говорю: это точно не подделка, у меня есть сертификат, я могу его прислать, потому что он там на мое имя сделан, потому что я его выкупал. Он говорит: ну капец, типа качество, я хотел там всегда в коллекцию такой инструмент, но качество просто отвратительнейшее. Ну, как бы он оставил себе гитару, потому что это гитара под заказ, он ее всегда хотел. Но я говорю: хочешь купить себе хороший Гибсон, купи себе синглкат 594. Это лучшее, что можно взять. Они есть, ну, там, на разный кошелек. Есть сейчас ESE даже начали делать, они у нас в наличии есть. ES2. И лимитированная S2 с американскими звукоснимателями 594 серии. И Core Model Non-10 Top, 10 Top. И Wood Library у нас были, и Private Stock даже у нас есть. То есть, ну, все можно выбрать, смотря сколько у вас денег. И каждый из них будет офигеннейше звучать. Лучше, блин, чем почти любой Gibson. Пол Рид Смит очень сильно заморачивается и по поводу электроники. Чего не делает Гибсон. Да, у Гибсона есть издания там с отсечками, но они звучат как кусок говна, эти отсечки, потому что в принципе звукосниматели звучат как кусок говна. Новые, я говорю в основном о новых. Здесь есть отсечечки, они просто кристально звучат. Здесь хорошие колки, которые держат строй замечательно. Ну что вам сказать еще? Здесь более удобная форма гитары. Здесь вот идет там срез определенный, да, под руку. Более красивая, более красивые топы, такие как были почти на всех там 59-х, а сейчас найти красивый топ на Гибсоне, ну это очень сложно, я вам скажу. А так, чтобы у тебя был и топ, и дерево отборное, это вообще очень сложно. Более того, на некоторых изданиях, ну вот конкретно на этом, стоит Brazilian Rosewood накладка, бразильский палисандр. Она
Очень круто сама по себе звучит, как дополнение, очень бархатно. И здесь очень красивый грейн, это как это зерно на махагоне. Ты смотришь, просто влюбляешься в этот инструмент. Кроме того, что здесь там подпись Джо Волша, но даже если это не лимитированное издание, это просто произведение искусства, инструмент. Что же Гибсон? Гибсон перестали, я бы сказал, делать нормальные гитары после 90-х. Я не встречал, ну, вернее, я встречал инструменты там начала 2000-х и современные там 16-го года, 20-х, но их просто единицы, и это были уже только кастом-шопы, абсолютно не серийные инструменты. Пол Рид Смит даже серийный офигенно звучит. То есть вы берете сингл-кат 594 и все, и вам больше ничего не надо. Вы закрываете тему с Лес Пола. Каждый раз, когда мне люди спрашивают, я хочу себе что-то Гибсона подобное, или Гибсон хочу Лес Пол, стоит ли мне брать Гибсон или посмотреть в сторону PRS? Посмотрите в сторону PRS. Вот каждому отвечаю. Если у тебя только нет бзыка такого, чтобы тебе только Гибсон нужно было написать, ну, а тебе нужно хорошее качество сборки инструмента, тебе нужно офигенный звук, вот, а сейчас он есть, потому что уже все вместе собрано, и лак, и дерево, и звукосниматели, и фурнитуру они улучшили. Чего не сделал Гибсон? Ничего не сделал Гибсон. Они иногда делают сейчас переиздания прикольные, там, не помню, транзисторы как-то, Orange что-то называется, которые на электронике стояли. Они иногда их ставят. Да, класс, хорошо. Но это то, что вы делали раньше. Что вы новое придумали? Ничего вы нового не придумали. Они уже повторяют там иногда за PRS вот эти всякие цвета, голубые, салатовые. Иногда бывают PRS первые, кто придумали такие штуки. Да, есть хорошие гибсоны. Есть хорошие гибсоны, это в основном винтажные гибсоны. И ну, среди них есть тоже плохие инструменты, каждый нужно слушать отдельно. Сравнивать, понимать. Гибсон всегда более гнусавый будет. У него не будет такой богатый диапазон, как у Пол Рид Смит. То есть Пол Рид Смит сразу будет яркий инструмент очень сильно. Вы сможете с помощью тона убрать эту яркость, и у вас будет более такой винтажный звук. Я сейчас чуть позже поиграю, покажу вам это. А на Гибсоне все, ты не добавишь яркости, потом ты можешь только ее еще больше убрать. Ну и так далее. Поэтому мне там нравится, например, период 70-х годов, там, с 73-го, если быть точным, 74 по 80 когда Гибсон ставили кленовые грифы, он давал чуть более атаки, более резкий был, и там уже можно было играться тоном как раз и убирать яркость или добавлять ее как нужно. А в большинстве они просто гнусавые, и все, вот так вот он звучит и все. Да, вы такого не найдете, скорее всего, на Paul Reed Smith гитарах, если вы ищете такой. Если вы именно хотите гнусавый звук такой, берите Gibson, но учтите, что качество сборки будет так себе. И это не только мое мнение. И я вам говорю это не потому, что я дилер PRS, я дилер Гибсона также. Но реально, когда я стараюсь всегда честным быть с вами, и большинство людей, которые мне звонят и говорят даже, блин, Влад, спасибо, что ты показал там подряпанный там ЛТД, который ты получил, или там спасибо, что рассказал, что вот здесь вот это дешевле, потому что вот, а вот это вот хуже, потому что вот это вот там. Я стараюсь максимально быть честным и рассказываю свое мнение тех инструментов, которые я себе оставил. Я себе оставил Джо Волша, я себе оставил Гибсоны винтажные. Ни одного Гибсона нового у меня нет. У меня 3 Гибсона. Первый 69-го кастом, второй 77-го стандарт с кленовым грифом и стандарт 81-го Heritage 81-го года. Все. Ни одного нового Гибсона не ответил. Сколько я себе их там не пытался, хотелось еще один, но ни один не оставил, потому что так себе звучит, так себе сборка и вообще не строит. Каждый раз расстраиваешься. Чего не скажешь о PRS. Приходит Джо Волш, и ты такой, блин. Еще один, но у меня есть уже синглкат. Ну, PRS у меня сколько? 5 штук. 2 кастома. 5 штук или 4. 2 кастома, 2 синглката. Вот один Джо Волш я оставил. И еще кроме своего того зеленого. Ну, потому что это
Тут еле сдерживаешься, чтобы еще один PRS не взяться, потому что качество идеальное, звучат просто супер. Ладно, я говорю, звучат просто супер. Давайте послушаем. Я более-менее подстроил инструмент. Сейчас чуть поиграем. Первое, что я хочу показать, это то, как работает ручка тона и громкость. Вот насколько яркий инструмент сам по себе. Очень яркий. Ну, то есть мне бы хотелось такой риф слышать чуть-чуть более мягко. Я беру. Вот уже слишком много убрал тона. Ну, слышите разницу, насколько он становится гибсоноподобный? Вот это вот распыление звука, которое есть, он такой бархатный становится. Но при этом я могу сделать и более модерновый звук. Могу также прикрутить чуть громкость. Можно полностью убрать тон. Вот это слишком уже. Так, добавим. Это бриджевый звукосниматель, нековый, вообще песня. Хочется, например, услышать, гейна там довольно много навалено. Например, хочется услышать винтажный звук Aerosmith. Сейчас попытаемся его сделать. Может и зло звучать. Вот опять в нек вернемся. Клин, ну такой как бы будет перегруженный клин слегка. Вот, и можно такой гонзовский звук.
бесконечный сустейн, потому что очень крутое дерево. Ну, вот я вам попытался не только рассказать, но и показать, почему я, например, больше предпочитаю синглкаты Пол Рид Смит. И я считаю, что они действительно умеют делать лес-полы. А считаете ли вы так? Напишите комментарии свои, пожалуйста. Ну и если вы встречали какой-то Гибсон, который переплюнул, например, вот этого вот красавца Джо Волша, напишите мне интересно узнать, что же это за инструмент такой. Потому что это у меня в руках лучший Les Paul, который я когда-либо держал в руках в плане приближенного к стандарту 59 года. 59 не держал, а это, я не знаю, что может быть лучше. Если знаете, напишите. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока.